Кто скоро напишет тебе? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы человек, в общем-то, самодостаточный и достаточно уверенный в себе. Это не говорит о том, что у вас там миллионы, где-то сейф с деньгами, да, но вы настолько вот уверены в себе, вы можете так держать марку, что окружающие люди действительно думают, что у вас там где-то дома закопаны бриллианты и сейф с деньгами. Вот вы настолько умеете хорошо выглядеть, вы бываете достаточно такой человек, ну, как бы это так культурно сказать. Многие женщины, если вы не замечаете, да, ну, грубо говоря, пускают слюни, когда вас видят. Кто-то делает это втихаря, кого-то вы замечаете. Но поскольку вы очень такой человек, который очень скрупулезно ко всему относится, вы можете сделать вид, что вы не заметили, как какая-то там, я не знаю, женщина легкого поведения, назовем ее так, да, потому что вы видите, вы сразу просекаете всех женщин, какая она, чем она дышит. Поэтому, если вы видите, что какая-то там Клава, да, назовем ее так, пускает слюни, и вы понимаете, что эта Клава вообще даже вашего мизинца недостойна, вы пройдете с царской такой осанкой, с гордостью мимо такой женщины, как бы она там за вами не бегала. Были в вашей жизни такие ситуации, когда, в общем-то, вы могли бы даже гулять направо-налево, но вы этим не пользовались. Ну, то есть вы знаете, что вы женщинам нравитесь, но как-то... Во-первых, это ниже вашего достоинства, да, вот на первую попавшуюся бросаться. Во-вторых, вы человек серьезный, да, у вас серьезный подход к отношениям. Ну и в-третьих, в общем-то, кто-то из вас до сих пор находится как бы в поиске. Поиске той самой достойной, самодостаточной женщины, уверенной в себе. Я не говорю, что это должна быть женщина с короной, ни в коем случае. Вы такую к себе и на пушечный выстрел, наверное, не подпустите. Для вас важна даже скорее вот в женщине искренность какая-то, чистота, может быть даже простота. Вот такие человеческие качества в женщине для вас очень важны. А не ее корона, ее понты для приезжих, да? Не ее какая-то звездность. Вы таких женщин просто видите за версту. У кого-то из вас может проиграться, что уже, может быть, есть какая-то женщина на примете, вы к ней либо же присматриваетесь, но пока еще можете не делать шагов, потому что вы как будто в стадии такого созревания, да? Вы как тигр, который готовится к прыжку. Вы присматриваетесь, кто-то может мониторить, кто-то может, там, я не знаю, кто-то в соцсетях, кто-то, может быть, по общим знакомым вы стараетесь расспросить, что она, кто она. То есть вы не торопите события, но на примете такая женщина уже у вас может быть. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, ребят, у вас есть такая женщина, которая вам нравится, но пока вы еще не в отношениях, да, вы пока особых шагов не делали. Да, вы можете кто-то общаться по-дружески, да, о том, о сём, ни о чем, вы можете даже флиртовать, но вот назвать вас парой я не могу. Вот назовите, у кого есть такая ситуация. Далее, вот опять-таки нам показывают, что вот вы женщину ищете под стать себе, чтобы она в каком-то смысле вам соответствовала. Вы очень сильно вообще, ну я в общем, да, вот говорю, какой вы. Вы очень сильно обращаете внимание, насколько совпадают у вас вот с женщиной какие-то взгляды, цели, да, вот когда вы знакомитесь, допустим, с кем-то, для вас это немаловажно, чтобы это действительно была какая-то родная душа. Внешность уходит на второй план, но она скорее у вас уходит на второй план уже с возрастом, с опытом, скорее, да, с опытом, с мудростью.
Потому что вы понимаете, что ну, с лица воду не пить, да, с внешностью это все хорошо, замечательно, когда живешь с куклой Барби, да, но когда эта кукла Барби гнилая внутри, то тебе уже не нужна никакая Барби, никакие вот эти вот красивые обертки, да, тебе хочется, чтобы сама конфетка внутри была вкусная, чтобы можно было с ней и в горе, и в радости, да, и пойти в разведку. Поэтому для вас это очень-очень важно. Вы вообще такой человек приземленный, вы очень реально смотрите на многие вещи, вы звезд с неба не хватаете, поэтому сказать, что вы такой наивный, доверчивый, я точно не могу. Вот как-то вы рационально ко всему подходите, вы очень хорошо все взвешиваете по жизни, и принятие каких-то решений, тем более, если это что-то серьезное, покупку, может быть, каких-то серьезных, ну, я не знаю, там, дорогостоящих вещей, скажем так, да, вот какие-то серьезные шаги вы будете всегда обдумывать. Вы, знаете, как говорят, 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну, 7 раз отмерь, кто говорит 100, кто 7, это уже не столь важно. Но, тем не менее, вы будете взвешивать все за и против, вы никогда не будете совершать необдуманные импульсивные поступки. И эта серьезность, ну, она, в общем-то, вам помогает по жизни, потому что порой отсеиваются от вас люди, которые и вас недостойны. Те же девочки-однодневочки, которые там пускают слюни вам во след, да, они отсеиваются, потому что вот именно ваш такой серьезный подход, да, у кого-то даже ваша серьезная внешность, ну, они идут только на пользу, потому что ну, кто-то, может быть, даже побоится лишний раз подойти к вам, если у кого-то не очень хорошие и несерьезные намерения. Итак, давайте-ка смотреть, кто же скоро вам напишет. Я разные буду ситуации говорить, да, разных людей, потому что общий расклад, а вы переворачиваете под себя. Ух ты, у кого-то проиграется весточка издалека, но это будет человек скорее, с кем вы, может быть, работали вместе, дружили. Вот это такой тандем может быть, да, человек, с которым вы вроде бы и схожая деловая, да, история была. Может быть, это коллега, но теперь вы вместе не работаете. Либо он уехал там или уволился, либо же вы уехали или уволились. Ну, то есть человек, с которым у вас связано много и теплых воспоминаний, да, и в то же время здесь мог проиграться вот какой-то небольшой, ну то ли конфликт еще, причем может быть даже перед расставанием. Здесь мог быть, ну то ли спор, то ли конфликт, ну это не столь важно, но именно это могло стать вот таким камнем преткновения к вашему дальнейшему общению. Когда этот человек появится, я не скажу, что вам будет все равно. В принципе, какое-то вот тепло в душе есть. Ну, такое дружеское, скорее, тепло. Вы даже не будете выяснять отношения, вот вы будете общаться, как будто между вами ничего не произошло, не было никаких конфликтов, вот этих недоразумений. Вы просто вот начнете, знаете, вот ну, чисто по-дружески так вспоминать вот былые времена, как вы там вместе работали, как вы там отдыхали, либо еще какие-то такие общие моменты. Сообщение, ну, либо же звонок от этого человека будет довольно неожиданно. Вы, может быть, даже кто-то будет шокирован, да, потому что для себя вы могли поставить уже точку, да, в этих взаимоотношениях, но, тем не менее, ваш, ну, скажем так, друг, приятель, либо коллега из прошлого, ну, так по-хорошему удивит. Причем здесь может проиграться, что даже человек может к вам приехать, скажет, что даже если он, допустим, уехал в другой город, то может сказать, что вот, ну, скоро я буду в твоих краях, да, вот давай где-то встретимся там в уютном ресторанчике, посидим, поболтаем и так далее. То есть это может быть очень теплая встреча, когда вы, ну так, за чашкой чая будете получать очень много таких, знаете, вот здесь такой будет разговор, вот если вы встретитесь, не просто это теплая такая встреча, здесь какая-то будет для вас полезная информация.
человек может вам даже найти, ну, вернее, не найти, подсказать какой-то ключик к решению вашей проблемы. Ну, то есть, либо же он посоветует вам кого-то, ну, человека, который поможет вам в решении вашей проблемы. Ну, к примеру, чтобы вам было понятно, да, вот такой самый банальный пример. Если у вас какие-то юридические вопросы сейчас стоят на кону, он может посоветовать, сказать, вот классный юрист, либо адвокат, вот нотариус, там обратись к этому человеку. Вот в таком ключе, да, не обязательно, я просто про юриста так приблизительно сказала. То есть, либо же он какую-то информацию даст, может быть, вы озвучите ему свою проблему, и он вам, ну, такой действительно дельный, дружеский совет даст. И, ну, в общем-то, ваша проблема очень скоро будет решена, но с его помощью. Далее. Смотрите, у кого-то может, ребят, проиграться, появится ваша такая бывшая пассия. Но это будет пассия, это скорее, ну, любовница, это не жена. С ней 100% поставлена точка. У кого-то это может быть курортный роман, у кого-то это может быть просто какой-то коротенький роман, там в командировке, у кого-то левачок какой-то, да. Но с этой женщиной вы точно уже не общаетесь. Это может быть такое спонтанное какое-то ее письмо, либо СМС. Ну, здесь женщина почему-то вас напряжет вот своим появлением, особенно напряжет тех из вас, у кого, может быть, уже есть новые отношения, либо же семья, да, потому что с тех пор, ну, в общем-то, много воды утекло, как вы не общаетесь, она может как бы претендовать на вас, да, то есть человек из прошлого, с которым вы когда-то, ну, там, по-мужски, да, зажигали. Когда-то она, может быть, и была вашей такой временной отдушиной, кто-то для здоровья, может быть, с ней общался. Но, тем не менее, вот она как будто будет заявлять на вас свои права. Ну, это такая, знаете, женщина скорее борзого характера, такая она наглая, она пробивная, она может вам ставить палки в колеса. Возможно, даже вы избежали от нее, потому что она начала качать права. Она могла начать требовать больше, чем нужно, либо же вы увидели какую-то ее корыстность на тот момент. То есть вот будьте осторожны, потому что эта женщина, вот она, ну такая, она женщина-воин, мне ее хочется почему-то назвать амазонкой. Вот от нее, я думаю, вы сбежите, но повторно сбежите. Просто кто-то может культурно ее там, я не знаю, отшить, заблокировать, как-то вот отбрить ее, да, там не открыть дверь и так далее. Кто-то из вас может действительно вот просто подцапаться с ней в очередной раз. Ну так, довольно жесткий отпор будет, потому что, ну, точно с такой женщиной вы не хотите возобновлять отношений. У нее очень непростой характер. Да, она может быть эффектная, она может быть страстная любовница, но какая-то гнильца и характер вот все-таки в ней присутствует. Так, кто еще к вам может проявиться? Давайте-ка смотреть. Опять-таки мне показывает, что человек, с которым вы не общались, но здесь может проиграться, либо же это родственник, может быть человек в возрасте, это могут быть уже родители, да, старенькие родители, там бабушки, дедушки, может быть у кого-то. Человек, с которым у вас какие-то вот тяжелые взаимоотношения были, вы могли даже какой-то период не общаться. У каждого своя правда была, но тем не менее все равно некая такая душевная теплота, вот эта вот какая-то ментальная такая ниточка, она между вами присутствует. Этот человек проявится к вам первый. Неважно, у кого-то это может быть папа, мама, там у кого-то еще кто-то, но это скорее родственники. Человек сам протянет вот руку к вам, да, чтобы наладить именно контакт. То есть здесь не обязательно, что какая-то конфликтная ситуация. Здесь просто могли вы, знаете, вот как это часто бывает, к сожалению, когда уже взрослые дети живут своей жизнью, да, и почему-то забывают о родителях. Редко пишут, редко приезжают, редко звонят. Поэтому здесь могут быть даже обиды. Вот у кого это проигрывается, ребят, так и знайте, что у ваших родителей, там бабушки, дедушки, тети, дяди, у кого как, ну, здесь они, конечно же, вам особо так не будут прям это рассказывать, но в душе здесь очень большая
обида на вас, да, очень большая тяга к вам, но человек, вот даже если это родители у кого-то проиграются, знаете, вот они как будто не хотят вам мешать жить. В таком плане, что ну вот ты, сынок, уже вырос, ты большой, да, я не буду тебе мешать. Вот здесь такое какое-то, у меня прям мурашки побежали, но такое смятение чувств внутри, да, у ваших, ну, к примеру, если это даже родители, эм, вроде бы они и скучают, да, вы очень близкий, очень родной, самый любимый, самый такой человечек, на которого буквально они молятся, но в то же время они как будто держат дистанцию и боятся лишний раз позвонить, лишний раз вас побеспокоить, потому что, ну как же, сыночек, ты же там занятой, да, у тебя же там бизнес, у тебя работа, у тебя куча дел. Ну, то есть в таком плане, вы понимаете? Это такая довольно слезливая ситуация до мурашек. Вот реально это до мурашек, потому что человек близкий, родной, да, ужасно тоскует по вам. И здесь будет ситуация, даже если вы какой-то период не общались, возможно, даже этот человек обиделся, да, вот, ну, так по-родственному обиделся, отстранился, но он не выдержит, либо же она, да, если это мама, к примеру, у кого-то, она не выдержит, потому что, ну как, ну сыночек, ну как ты там, да, ты покушал, ты шапку одел и так далее, как это бывает, да, когда взрослый человек, у которого свой бизнес, своя там корпорация, грубо говоря, да, какой-то серьезный, влиятельный бизнесмен, а мама звонит и говорит, сыночка, ты там покушал, да? Ну, на самом деле это дорогого стоит, такие моменты, ну, мама есть мама. Поэтому, ребят, вот у кого такое проигрывается, вот почаще пишите, звоните, приезжайте к своим родителям. Для них это как глоток воздуха. Для них это что-то такое, знаете, ну, сродни, как будто их, я не знаю, осыпали бриллиантами. Вот просто ваш звонок, да. Э, Это такая малость, но для них это очень важно, для них это очень ценно. Я думаю, кто-то из вас сейчас точно прослезится и узнает сам себя и скажет, да елки, да я же забросил своих стариков, да? Столько дел накопилось, свои проблемы, а про стариков-то забыл, а они-то не вечные. Поэтому как-то так вот, печалька. Ну, давайте еще один момент посмотрим, кто еще к вам может проявиться. Ух ты! Ну, это скорее проявится женщина из вашего прошлого, женщина страстная такая, женщина-огонь, с которой у вас были конфликты, очень непростые ситуации. Да, женщина-врунишка такая, женщина, которая, да, с которой вы имели очень неприятные такие воспоминания, вернее, имеете сейчас очень неприятные воспоминания, потому что здесь и предательство, здесь и недоверие, вранье. У кого-то может проиграться измена. Но очень такая женщина, которая, с одной стороны, она вас потрясала, может быть, своей внешностью, своей страстностью, там, фигурой и так далее. Но, с другой стороны, ох, сколько она проблем, страданий, переживаний вам принесла. С чем она проявится? Проявится с какой-то хитростью. Причем эта хитрость может быть, давай попробуем помириться. Особенно это проиграется у тех, кто, может быть, недавно разошлись. Ну, относительно недавно. Женщина, которая ищет выгоду, женщина, которой нужны денежки. Вот, вы ей ковали, вы такой, знаете, как кузнец кует, а вы денежки ей ковали. Ну, в переносном смысле, да. То есть исключительно человек проявится по выгоде, но будет это так все преподносить как-то, что вы можете даже на какое-то мгновение поверить, что да елки, может быть, она и правда поняла, что я ей нужен, там, что она меня любит, вот в таком плане. Нет, мои хорошие, все вернется на круги своя, если вы поведетесь, вот башенка, вот то, что и требовалось доказать. Если кто-то из вас поверит в эту ее сказку про белого бычка, что вот, любовь, морковь, давай все вернем, сохраним, нет, толку не будет, потому что здесь изначально идет ее такой корыстный мотив. Вы вернетесь просто в ту точку, из которой вы вышли. Вы не вернетесь никогда в те отношения, из которых начиналась ваша история. Вы вернетесь в ту точку, из которой разошлись. Запомните это раз и навсегда.
Некоторые думают, что вот если мы сойдемся, все будет как когда-то в начале. Никогда этого не будет, ребят. Ну как это не прискорбно. Это было начало. Больше этих моментов уже ни у кого просто не будет. Все возвращаются в ту точку, из которой вы вышли. И плюс, ну память-то вы не сотрете. Вы помните все измены, все предательства, все конфликты, все косяки. Вы все это помните. Поэтому, мои хорошие, у кого что проигрывается, берите под себя, кому что подходит, берите на заметочку. Ну а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!